Приветствую себя на канале. Кофемашина Мили. Аппарат пока не включаю, не исправен. Человек неправильно поставил заварочный узел. И он у него заклинил. Он попытался его открывать. Заварочный узел отошел немножко от стенки, от самого корпуса. Остался в зацеплении. Поэтому я его не включаю. Видео я посмотрю, если у меня где-то что-то подобное есть, я, может, выложу полностью, как решить эту проблему. Но на данный момент это видео будет, как разобрать вот этот аппарат. Возможно, вы еще не сталкивались, возможно, вам это необходимо. Как разобрать корпус и добраться до внутренней части. Я постараюсь сильно не затягивать. В принципе, здесь не сильно долго это все будет. Если буду продолжать по заварочному узлу, то я в конце этого видео прикручу следующую часть, и вы сможете перейти и уже посмотреть, как решил этот вопрос. Если у меня есть видео на эту тему, то, скорее всего, я просто прикручу другое видео какое-то. Итак, давайте приступим, не будем затягивать. Для начала мы снимаем все крышечки, поддоны, все, что можно снять. Контейнер для воды снимаем, крышку. Снимаем нижний поддон. И дальше начинаем разборку. Для начала нам надо выкрутить два передних самореза. Выкручиваем саморез за контейнером с водой, который стоит. Нам надо откинуть здесь два самореза. Вот здесь стоят два самореза, они скрыты вот этой накладочкой. Нам ее нужно будет откинуть. Сейчас я возьму лопатку. Смотрите, вы накладочку либо где-то снизу поддеваете, чтобы ее снять, либо просто здесь завели, таким образом ее. Так. Вот будет удобнее, если вам видно, вот углубление, мы нажали на вот этот рычажок. Вот на нее подкинули его, все, он у нас отошел. Так будет правильнее. И снимаем два самореза. То я крышечку снял, саморезы забыл. Вот они. Мы откручиваем вот эту заднюю стенку. Вот эту декоративную планочку мы пока не трогаем, она у нас идет на таких зацепах. Если мы ее будем ковырять, мы ее либо испортим, либо выломаем. Но точно мы ее не снимем. И выкручиваем вот еще один саморез. Так, левой рукой слегка неудобно. И вот еще один. Так, теперь, чтобы нам дверца не мешала, мы приподнимаем слегка крышку и можем дверь поднять и снять ее. Вот у нас идет такой зацепчик. Мы нажимаем и поднимаем дверь. Далее у нас эта крышка идет на зацепах в нескольких местах. Нам ее нужно просто поднять. Если у вас уже когда-то разбирался аппарат, это вообще будет без проблем. Если он еще не разбирался, возможно, будут какие-то нюансы, будет немножко тяжелее снимать. Но это
только первый раз, скажем так. Поднимаем крышку, поднимаем ее немножко расшатываем. И теперь нам надо ее вот так вот поднять. Вот здесь два зацепа стоят, я их сейчас покажу. Так мы ее не снимем. Нам надо ее вывести. И толкаем. Поднимаем выше. Видите? И она у нас снялась. Вот эти зацепы. Так, здесь у нас кабель. Мы его отстегиваем. Просто нажали на него и сняли. Короче, крышку мы поднимаем вот так вот. Раз и вывели. Вот сюда она заходит у нас. Вот таким образом. Все, и оно ее держит. Так, я пока уберу, чтобы мне не мешало. Так, дальше. Теперь нам надо снять вот этот корпус. Ну, вот эта планочка, она держит сразу две половинки. Вот сразу две мы можем не снять, хотя может и получится. Вот. Но мы сейчас аккуратненько это все оттянем и будем поочередненько. Итак, для того, чтобы вытянуть вот эту панель, в этом месте, чтобы ключи сыпятся, вот здесь у нас вот видите, вот здесь вот такие фиксаторы есть. Нам надо его прижать. Так, сейчас так неудобно, я его прижму таким образом. Ага, она и так уже отошла. Все, видите, она отошла у нас. И теперь мы ее чуть-чуть отодвигаем и пытаемся снять. Все, эта панель у нас вышла. Теперь мы снимаем, чтобы не потерять и не сломать накладочку. Смотрите, видите, как она у нас устроена. Но вот так входит зацепление, так в зацепление входит. Короче, мы ее вот так просто не снимем. Кстати, если вы не готовы досмотреть видео до конца, и, возможно, саму сборку я показывать и не буду, не забудьте, вот эта накладочка, она ставится не в момент, когда вы его весь собрали и потом пытаетесь его выломать, а именно она так и ставится. Вы вставляете одну половинку, потом вводите и заводите вторую. Либо ставите две половинки, чуть растаскиваете их в стороны, вставляете накладочку и потом сводите. Потому что если вы все уже закрепите, вы просто на вот эти упорчики вы не сможете ее затолкнуть вообще никак. Итак, здесь эта панелька у нас тоже должна сниматься в эту сторону, но есть такой небольшой нюанс. Она у нас держится на двух крючках, они вот так стоят. И стоит вот здесь крючок, вот так вот. Поэтому нам надо ее сюда и как-то ее надо приподнять. Опять же, мы поддеваем в этом месте вот саморез, и вот ниже у нас идет упорчики. И там ниже еще один упорчик. Вот он. И теперь нам надо ее сдвинуть сюда. Здесь у нас может быть такой нюанс. Я вставлю мешалочку, чтобы у меня назад не защелкивалось. И теперь надо ее каким-то образом чуть-чуть приподнять и вытолкнуть. Сейчас я покажу. В общем, чуть-чуть приподнял я. Вот смотрите. Видите? Вот эти крючочки вот так стоят. И вот он крючочек. Он еще вот так стоит. Вот здесь держится. Вот сюда он заходит.
Поэтому просто снять ее не получается. Надо только подковыривать. Вроде все. Я получил полный доступ к аппарату. Мне надо будет снять редуктор, вывести из зацепления заварочный узел. Ну и дальше буду разбираться, что с аппаратом происходит, по какой причине вообще это могло произойти. Либо это была неосторожность владельца, либо какая-то проблема в аппарате. Ладушки, я на этом заканчиваю. Ваше время занимать пока больше не буду. Всем удачи. Если это было полезно, ставьте лайки, подобайки. Не забывайте подписываться. Возможно, что-нибудь еще интересное для вас будет. Если есть возможность, переходите в описание к видео. Там есть ссылка на оказание помощи для развития канала. Ну а я на этом прощаюсь. Удачи. До свидания.